Сегодняшняя история вновь погрузит тебя в пучину подставных матчей. Я расскажу, как 322 Мафия завербовала игрока OG. $1000 на победу просит поставить. Поставь, Серег? Уверен? Да. Ты узнаешь, как один из сильнейших дотеров вел двойную игру. Он побеждал на чемпионате мира в команде с Себом, поднимал от головы огромный кубок и обнимался со своим другом Натейлом, а потом шел 322-шить во всевозможных лигах и сливал инфу из полуфинала мейджора. Здесь будет все. Ставки на подставные матчи с фейковых аккаунтов букмекерских контор. Security question, OG. Like I wanna put everything in, you know, like 5k, 6k, 8k when you have info. Стримы экрана для 322 Мафии с возможностью просмотра игр DPC от первого лица. Видишь лобби, да? Так видно. И, конечно, наш герой сам будет сливать во время матчей за OG. The only thing I can do is feed first blood. Так пусть просто отдаст и пойдет в тройку ихнюю. Сейчас пойдет, да. Жаль только, связываясь с мафией, он плохо понимал, на что подписывается. I will speak with my China friend, real boss of Knights, Polaris. That sounds dangerous, bro. Ты, главное, сделай ФБ, скажи, иначе будет больно. Сегодня я покажу, как проводятся подставные матчи на мировом уровне и что бывает, когда топовый прошник начинает вести двойную игру. Перед началом этой истории я хотел бы рассказать, откуда у меня доказательства. Их предоставил довольно известный 322-дашер под ником Sensibility, вербовавший Тайгу. Я лично, как говорится, свечку не держал, поэтому некоторые моменты могли быть описаны им не точно. Более того, я связался с самим Тайгой и в деталях узнал его версию событий. Само собой, пара ключевых пунктов расходятся с рассказанным Sensibility. Посему в этом ролике я буду рассказывать обе версии событий и все имеющиеся пруфы. А пруфов-то у меня как раз немало. Записи экрана и голоса, денежные переводы, чеки, ставок. Думаю, на их основе каждый сможет сделать выводы самостоятельно. Я же лично никого не обвиняю, а все сказанное в ролике — мои оценочные суждения. И еще, обязательным условием публикации пруфов было указание на Telegram Sensibility в качестве источника. Я ни в коем случае его не рекламирую. И предупреждаю, любые связи с 322 миром могут обернуться непредсказуемыми последствиями. Сегодняшняя история — ярчайшее тому подтверждение. Да и вообще, есть проверенный способ заработать дотой, не связываясь с мутными типами. Я сейчас говорю о купле-продаже косметических шмоток. Ты, думаю, помнишь, что для этих целей я рекомендую сервис ListSkins, ведь у них вещи из игр можно обменять на реальные деньги. Так вот, прикинь, в апреле эти ребята еще и устраивают грандиозный розыгрыш на 1 000 000 рублей среди всех своих пользователей. Розыгрыш приурочен ко дню рождения ListSkins, им исполняется 7 лет. Для участия достаточно просто пользоваться сервисом в период с 1 по 29 апреля. За каждый $1 с продажи шмота и за каждый $1 депозита ты получишь 1 билет для розыгрыша. Ну а 30 апреля среди всех билетов будут случайно разыграны более 500 призов. Среди них геймерский компьютер, 5 видеокарт RTX 4070, куча топовых девайсов от HyperX, ну и деньги на баланс ListSkins для покупки шмота. Как ты понимаешь, чем больше билетов, тем больше шанс что-либо выиграть. Так что советую в апреле трейдить шмот поактивнее. А еще я договорился о приятном бонусе для всех моих зрителей. Перейди по ссылочке в описании, и ты на халяву получишь 50 билетов для участия в конкурсе. И это, если есть какие сомнения, то скажу, что сервис проверен временем, а пользоваться им проще простого. Заходишь на сайт, вставляешь свою трейд-ссылку, выбираешь вещи из инвентаря на продажу и после этого указываешь, куда выводить деньги. Российская карта, крипта или Юмани. На этом все. Через пару минут деньги придут на указанный счет. Кроме того, на ListSkins можно купить вещи дешевле, чем в Steam. Заходишь на маркет, выбираешь нужный предмет, оплачиваешь, и вещь уже в твоем инвентаре. Так что бегом по ссылочке в описании, участвуй в розыгрыше и обменивай вещи из игр на реальные деньги. OG — это легендарная команда, покорившая International дважды. Причем Нотейл и Себ не просто вписали свои имена в историю. После завершения карьеры они стали во главу организации и позаботились о наследии тега. Для этого они собрали вот такой состав из 5 совершенно новых игроков. Поначалу веры в них было очень мало, оно и понятно, сборная солянка из каких-то ноунеймов. Однако в середине 2022-го эти ребята заставили замолкнуть всех хейтеров. Тогда они взяли чемпионат мира, ESL Stockholm Major, так он назывался. В тот момент обновленные OG были на вершине мира. Тогда никто и представить не мог, что скоро здесь пустит корни 322 Мафия. Что же, переносимся примерно на полгода вперед. OG вылетают на 8-м месте Интернешнала. Главный турнир года откровенно не задался. Посему ребята, слегка приуныв, разъезжаются по домам. После этого у них начинается примерно месячный отпуск. И здесь же стартует наша с вами сегодняшняя темная история. Игрок OG под ником Тайга с головой уходит в азартные игры и теряет все свои сбережения буквально за пару
пару месяцев. Текст, отрывки из которого я показываю, сам же Тайга и написал. Это было его открытое письмо с признанием в лудомании. Он пытался бросить азартные игры, но все становилось только хуже. Тайга начал слышать голоса в голове. Если ты смотришь мои новостные выпуски, то уже слышал эту часть истории. Однако о самом главном Тайга, конечно же, предпочел умолчать. Вот здесь он лишь мимолетно упоминает, что связался не с теми людьми, которые воспользовались им и сделали только хуже. Что ж, сейчас я расскажу, кто и что на самом деле скрывается за этим скромным абзацем текста. В самом конце марта 2023 года Тайга попадается в пабе с известным 322-шером Sensibility. Они были в одной команде и посему общались по ходу игры. После беседа перешла в личку Дискорда. И вот здесь версии произошедшего от Sensibility и Тайги начинают расходиться. По словам первого, их общение было инициативой самого Тайги. Он интересовался, как зарабатывать на ставках. Естественно, речь дальше пошла о подставных матчах. Wildcard Gaming. You know the mid player? You know he's fixing? Yes, they fix you. Для начала Sensibility решил задействовать игрока OG в беттинге по инфе. Это когда тебе скидывают информацию о сливе, скидывают деньги, ты ставишь от своего имени, а потом возвращаешь процент с выигрыша. Yeah, I sent you already. Thank you. I got it. What you It's MetaMask. It's electronic wallet. Okay. Ты спросишь, что это за система странная, метамаски какие-то? Что ж, Тайга вскоре освоил крупнейшую криптобиржу Binance и завел там аккаунт. Уже с 31 марта деньги на беттинг по инфе отправлялись именно туда. Сразу отмечу, что по версии Тайги этот и все последующие переводы на его кошельки — это обычный заем денег. Он их брал, чтобы расплачиваться с долгами в реале, а потом все возвращал из зарплаты в OG. Никакой прибыли с этого не было. Также он не получал никакой инфы о сливах, кроме одного раза, когда Sensibility просто пытался угадать. Вдобавок, Тайги специально создавали ставочные аккаунты, чтобы он проигрывал и еще больше погряз в долгах. Ты, кстати, не удивляйся, что я версию Тайги показываю в таком формате. Просто полная переписка с ним довольно объемная и насыщена кучей нерелевантной инфы. Так что я просуммировал его основные мысли 10 пунктами и уточнил у него, все ли верно. Тайга ответил, что да, все четко. К сожалению, по моим оценочным суждениям, в этих пунктах игрок не слабо так приврал. Да, аккаунты у букмекеров ему действительно создавали. Let's go to verification. I send you in Discord ID документ. Let's go. Причем, что меня поразило, так это детская наивность Тайги. В ответе на секретный вопрос он сначала ставит название своей реальной команды, а потом указывает никнейм одного из самых известных 322-шеров. Security question. OG. Hope you don't get banned. Oh shit. Sensibility. Только вот аккаунты эти создавались, чтобы беттить по инфе, а не чтобы заставить Тайгу проигрывать. Hope good info soon. Just need one game where you can put all in. Дело в том, что хорошую инфу частенько приходится ждать днями, иногда вообще неделями. Наш же герой оказался невероятным лудоманом, не способным потерпеть и полдня. Он моментально сливал балансы аккаунтов, которые ему давались, ставя на рандоме на КС, футбол и прочие игры. Sensibility уже начал на него злиться и наезжать, ведь речь шла о потере сотен тысяч рублей в сутки. Впрочем, чуть позже Sensibility осознал, что это даже хорошо. Игрок такой величины проигрывается по-крупному и должен тебе кучу денег. Это ведь можно использовать. И он еще как использует. Для начала он выуживает у Тайги инсайдерскую информацию. Do you play scrims against entity or... Yeah, we have good win score against them in scrims. Кто из топов в какой форме, какие результаты на тренировках, что происходит в самих OG. Maybe you know what you're gonna draft. Yeah. При этом взамен Тайга ждет годные 322 инфы, чтобы пойти ва-банк на ставках. I wanna wait info. Like I wanna put everything in, you know, like 5k, 6k, 8k when you have info. Речь, конечно же, идет о суммах в долларах. На этом моменте стоит на секунду остановиться и поговорить о подлинности доказательств. Ведь я уверен, некоторые из вас, видя, что я показываю, не верят в происходящее. Тем более, сегодня голос человека можно с легкостью подделать с помощью нейросетей. Про скриншоты вообще молчу. Еще и пруфы предоставил Sensibility, у которого репутация далеко не идеальна. Плюс дальше переписка наших героев перешла в Telegram, откуда я многое буду брать в качестве доказательств. Так вот, Тайга заявил, что это фейк Sensibility. То есть он под видом диалога с игроком OG общался в телеге сам с собой. Что ж, давай пройдемся по порядку. Общение в Дискорде Тайга не отрицает. Да и есть записи, где на фоне диалога показывается его реальный профиль, используемый на про-сцене. Да, человек настолько наивен, что повсюду использовал свои настоящие данные. Более того, он показывает свой норвежский номер мобильного всем контактам Telegram. А угадай, где мы с ним общались?
Правильно, так что номер Тайги у меня имеется. Соответственно, Sensibility позвонил мне в телеге, расшарил свой экран и показал, что у него в контактах сохранен тот же номер. Ты спросишь, а не мог ли мне сам Sensibility написать с фейкового норвежского номера, а потом, прикинувшись игроком OG, скормить мне какую-то чепуху? Что ж, изначально Тайга мне написал в личку Твиттера, опять же с официального аккаунта, так что вариант с фейком отпадает. Кроме того, содержимое переписок в Телеграме и Дискорде сходится. Вот утром он пишет слева, что хочет отдать маме половину долга, что примерно составляет 100 тысяч рублей, а вечером подтверждает справа, что общий долг 200 тысяч. Причем все эти скрины делал лично я сам. Sensibility-то мне все пруфы скидывал в виде видеозаписи экрана. Такое подделать гораздо сложнее, дальше ты и сам убедишься. Что же касается подделки голоса, то слишком многое совпадает с реальными фактами. Вот лишь один пример. В своем признании Тайга упоминает, что живет в норвежском городе Берген. We need city. А вот при регистрации у букмекера браузер Тайги автоматически подставляет его текущую локацию – город Берген. Далее ты увидишь еще массу таких совпадений, так что давай продолжу рассказ. Остановился я на том, что Тайга пытался дождаться инфы о сливах и пойти ва-банк. Только вот инфа все как-то не появлялась. И тут Sensibility предлагает новое решение. Как насчет ставок на самих OG? В тот день, 2 апреля, они как раз играли против Entity на DPC лиге. Лига проходила под контролем самих Valve, так что 3-2-2 там не ожидалось, и все букмекеры охотно принимали на нее ставки. Причем Sensibility заверил, что Тайге и сливать-то не понадобится. Достаточно самим оформить ФБ, устроив агрессивную охоту на врагов. Для тех, кто не в курсе, ФБ это сокращение от First Blood, то есть ставка делается на то, кто совершит первое убийство в игре. Соответственно, Тайге надо взять пару тиммейтов, пойти на вражескую часть карты и подкараулить одинокого соперника. Ставить ему в этом варике тоже не придется. Sensibility сам все оформит с кучей фейков. Прибыль потом поделят пополам, заодно Тайга и часть долга отдаст. Единственное, игроку OG надо застримить свой экран через Discord. Sensibility хотел наблюдать за происходящим в игре без задержки. Что из этого вышло? Внимание на экран. Ставки 100 тысяч тут. Тут много. Тут много. Очень много стоит. Охота за ФБ в смоке началась. Обрати внимание, что здесь Тайге очень повезет, так как через миллисекунду после его ФБ Entity убьют его тиммейта на топе. Да-да, вот так Sensibility обрадовался, на кону-то стояли большие бабки. Но обожди-ка, может все не так однозначно? По версии Тайги, его вынудили сливать инсайдерскую инфу и стримить свой экран. В случае отказа, Sensibility угрожал разослать всем их предыдущую переписку о подставных матчах. Это бы моментально закончило карьеру Тайги. Что же касается охоты за ФБ, то это была просто часть победной тактики OG, он с этого никаких денег не получал. Единственный его грех это трансляция экрана в Дискорде, да и та была из-за шантажа. Правда, в кое-каких ставках на доту мне Тайга все же признался. Оказывается, он ставил на OG, но исключительно на их победы, не более. Ну, понятно, клятый Sensibility воспользовался наивным норвежским парнишкой. Однако давай взглянем на дальнейшие события. Окрыленный успехами с ФБ на DPC лиге, Sensibility дальше предлагает работать по-крупному. Для этого он хотел подключить китайскую 3-2-2 мафию. I will speak with my China friend. He can bet like 10k. But who is this guy? Boss. Real boss. He like boss of Knights. Polaris. He rich. Very rich. So I will speak with them about First Blood. How much that we can get it. Однако Тайга такому варианту не обрадовался, а наоборот испугался. Sounds dangerous, bro. Risky. I'd rather not have Chinaman involved. Just you and me. You know, I'm Asian, so I know China how it works. Sensibility попытался было возразить, что по-настоящему крупные ставки возможны только с участием Китая, но Тайга был непреклонен. Only China can bet a lot. Yeah, it's okay. I don't care about a lot. I just care about you and me. I'm your friend. We just work together. Ну что, звучит Тайга на этих записях как тот, кого шантажом заставляют что-то делать. Более того, уже 9 апреля началась Dream League. Это был крупный онлайн-турнир, игравший ключевую роль для попадания на летний инт от шейхов. Так вот, наша парочка настолько спелась, что решила работать буквально на каждом матче. Здесь Sensibility уже открыто предлагает слить целую карту, однако Тайга снова отказывается. Он, мол, четкий пацан, играет только на победку. Правда, тут же он уточняет, что готов сделать ФБ. Он сам пикнет нужного героя и подключит к киллу тиммейтов. Естественно, после таких слов на это событие полетели ставки на всевозможных конторах. Как и ранее, Тайга организовал для Sensibility стрим своего экрана, а также успешно подбил команду на охоту за ФБ. Вот они впятером идут во вражеский лес, и ставка сыграла. Но и это не все. Перед матчем Тайга предложил оформить еще одно событие под названием Total больше. Это когда команды в сумме должны сделать больше определенного числа убийств. На Total тоже были ставки, которые сыграли. Отдам Тайге должное. Катает на высшем уровне, обеспечивает разные исходы и при этом еще не палится. Однако это только
только начало. В тот же день OG встречались с Наунс. От происходившего в том матче я был в реальном шоке. Во-первых, здесь Тайга решил сам выбирать, какие ставки он сможет реализовать. Для этого Sensibility расшарил ему свой экран в Дискорде и прожимал кнопки по его указке. I think it's totals. Totals more than I think 18 is good. 1 bet, I right? think Nouns will get more than 8. Yeah. Plus 49 kills. Over? Yeah, over. Are you sure you're gonna fight all time, right? I will try to pick heroes to kill. Естественно, вся инфа дублировалась российской 322 мафией, которая ставила на те же исходы. Ты разве забыл, что босс мафии Сергей из моего расследования находился в тесном контакте с Sensibility? Ждем расчета. Тайга ждет. Скину в течение часа, ну 2. Сейчас я все напишу текстом и скину. Тем временем Sensibility подмечает, что все эти тоталы не особо надежны. На них нельзя стабильно делать большой куш. Тем более, когда есть проверенный способ с охотой на ФБ. Риски, no? Better to bet on first bet. Yeah, first blood, but I don't know if they will give. Загвоздка здесь была конкретно в Наунс. Они играли в агрессивном стиле, часто смаковались впятером и сами охотились за ФБ. Наша парочка даже специально глянула десяток их реплеев, чтобы это подтвердить. Решение приходит к нашим героям практически одновременно. Заливаем все бабки на First Blood от Наунс, а если те не охотятся, Тайга сам идет сливаться. Feed first blood in one map. But I don't know how to do it properly, so it's not like 100%. Maybe 95% if I feed first blood. So don't bet everything. По словам Sensibility, суммарно на Наунс было залито около 5 миллионов. В дело пошли бабки мафии. Оно и логично, слить-то ФБ в разы проще, чем забрать. План заключался в том, чтобы взять Течиса, пойти агрессировать в мид и умереть под вышкой. Напоминаю, мы смотрим стрим данной игры с компьютера самого Тайги. К сожалению, несмотря на то, что одинокая течка спалилась прямо под носом у Морфа, тот сам испугался и отошел. Слиться не вышло. И вот здесь происходит именно то, что ребята наблюдали в реплеях. Наунс агрессивничают в смоке, находят тиммейта Тайги и убивают его. Да-да, я тоже был удивлен, что Тайга переписывается с Sensibility прямо по ходу официального матча. В целом же, 322-шеры так кайфанули от слитого ФБ, что тут же предложили слить еще. Там как раз на следующий день, 10 апреля, был матч с ликвидами. Но Тайга снова включает правильного пацана. Пишет, что отдача ФБ слишком плохо скажется на игре, а он хочет тащить на победку. В итоге, первую карту этой серии они пропускают, договориться не успели. На второй же Тайга снова хочет ставить на разные тоталы. Sensibility предлагает длительность карты. Плюсом идет стандартная охота на ФБ. Опять Дота и опять ФБ. Опять Дота и опять ФБ! К сожалению, ту карту OG проигрывают в салатище. Ни одна ставка помимо ФБ не зашла, и ребята по итогу оказываются даже в минусе. Что после такого надо делать? Правильно, срочно отыгрываться. У OG как раз через пару часов после Liquid был матч с Тундрой. Цель, как обычно, забрать ФБ. Здесь Sensibility принимает решение ставить не в онлайне, а в реальной конторе. Вот он даже отчитался перед Тайгой. Залил 250 тысяч по совокупности. Спойлер, ставка, как обычно, сыграла. Ничего нового я не покажу. Кстати, на этом моменте Тайге почему-то резко понадобились деньги. А на следующий день у них как раз был матч против Team Spirit. Соответственно, наш герой предлагает идти ва-банк и ставить на кон 1 миллион рублей. Sensibility тут же уточнил, сможет ли Тайга вернуть такие деньги, если ставка вдруг не сыграет. На это был получен ответ, что в случае неудачи Тайга просто сольет ФБ в одной из будущих каток. Что ж, сказано, сделано. На ФБ от OG мафия проставилась довольно прилично. И вот тут наши герои впервые сильно просчитались. Они забыли, что спириты брали инты не просто так. Они изучают все реплеи оппонентов. Посему они ждали привычной охоты от OG и придумали, как ее законтрить. Для этого Спирит впятером собрались у себя в тройке и толпой накинулись на заходивших туда врагов. Итог очевиден. Все ставки в пролете. Как ты понимаешь, суммарные убытки были колоссальными. Вот тебе просто для примера чек с потерями на 220 тысяч рублей. Но главное, ты же помнишь, какие гарантии давал Тайга? Если не выгорит сделать ФБ, то он снова пойдет сливаться. Для этого был выбран матч OG против Бесткос. Они играли прямо в тот же день, через пару часов после катки со Спири. Заметь, Тайга сам хотел отыграться и сам написал, что отдаст ФБ. Естественно, здесь на кон было поставлено все, по крайней мере из банка Sensibility. Вот лишь пара чеков на 370 тысяч рублей. Даже босс мафии Сергей офигел от таких мувов. У меня стоит 10 тысяч долларов, 12. Сань, ты конченый. Это он сказал столько поставить, клянусь, это не я, Серег. Ну, конечно, я поставил сверху еще до хуя. Впрочем, Тайге этого было мало. Прямо во время пиков он просит доставить еще. Напиши ему you have, скажи да, ответь ему Тайге, да, напиши. И скажи, что ты, главное, сделай, ФБ скажи, иначе будет больно. Думаю, в тот момент Тайга не осознавал, что в случае провала его могут найти в реале. Но вернемся к матчу с Бесткос. Во-первых, букмекеры наконец начали просыпаться и реагировать на аномально высокие ставки на ФБ. Везде ФБ убирают, прикинь, Серег. Ни на одном матче
На фанбейзе нет ФБ. Ни на одном матче других команд даже нет, прикинь? Даже DPC нет. Впрочем, наша мафия уже успела проставиться на нужный исход. Соответственно, был разработан специальный план по беспалевному сливу ФБ. Ну давай, Сань. План. Он говорит команде своей то, что Вискос любит делать ФБ, поэтому играйте осторожно. Его команда играет осторожно. Все спрятались. А он идет чекать руны в опасные самые места. Подставляется, умирает. Обрати внимание на вот этот гениальный мув. Тайга продает сапог в потайной лавке. Очевидно, это чтобы его было проще догнать и убить. Дальше наш герой в соло бежит во вражеский лес, не имея никакой инфы о противнике. Ну что, парни, Рубик пошел, Рубик пошел, Рубик пошел, Рубик пошел! А видишь, четверо тоже в миде стоят, сейчас будут прыгать. Ну, возможно, не получится. Видишь, они вчетвером ОГС собрались. Так пусть просто отдаст и пойдет в тройку ихнюю. Сейчас пойдет, да. К несчастью для 3-2-2 мафии, слиться во вражеском лесу ну никак не получалось. Висткос чутка побегали в противоположной от тайги части карты и начали расходиться по линиям. Впрочем, на этот случай был разработан план Б. Если, ну, не получается на рунах умереть, ни у кого, он просто идет топ-тауэр бьется. Однако и этот план не сработал. Под вышкой оказался вражеский тролль, который привлек внимание к тайге, но испугался ганка и просто убежал. Отдаваться здесь стало слишком палевно. Тайге не остается ничего другого, как пойти на линию и попробовать умереть там. Для этого он прорубает дерево и набрасывается на двух врагов практически под их вышкой. Напоминаю, сапог он продал. Плюсом, человек не жмет фейрик и тэп-аут против врагов без станов. И заметь, он сейчас даже банально не пытается убежать пешком, а зачем-то дает тычки по сайленсеру. К слову, в Sensibility прямо сейчас случайно переключился на офф-трансляцию, где все еще идут пики этой же катки, а ФБ будет слито лишь через 5 минут. Итак, ставка сыграла, пора подсчитывать прибыль и делать еще больше денег. Однако Тайга сразу заявляет, что больше не хочет отдавать ФБ. При этом он тут же просит поставить на победу OG. Смотри, $1000 на победу просит поставить. Поставь, Серег? Уверен? Да. Естественно, это было ошибкой. Ту карту OG проиграли. Прибавь к этому крупный фейл со спиритами, и вышло, что даже несмотря на слив ФБ, Тайга по итогам дня едва ли вышел в ноль. Ну ничего, главное, мафии ничего не должен, можно спать спокойно. Ха, как бы не так. Уже на следующий день OG играли с Талон. Это была финальная встреча группового этапа Dream League. Ну раз финальная, то надо навариться максимально, правда же? На обеих картах Тайга обещает привычную охоту за ФБ, и мафия опять проставляется по-крупному. На этот раз обошлось без эксцессов, и все неплохо подзаработали. Плюс 900 тысяч в карман! К слову, если тебе показалось, что по совокупности Тайга едва-едва вышел в плюс, то разочарую. Ты же не забыл, что первые 11 ФБ он реализовал без ошибок. В целом же на 3 фейла у него было где-то 25 успешно забранных ФБ. Плюс 2 слитых ФБ, где ставились баснословные суммы. Короче, он хорошенько зарабатывал. Если что, Sensibility постоянно переводил ему деньги. Вот кошелек Тайги, он мелькает в нескольких переписках. А вот регулярные отправки $1000 от Sensibility на этот адрес начинаются с 31 марта и идут прямо до окончания Dream League. Я лично видел на скриншотах переводов более чем на 2 миллиона рублей за месяц. Но там же еще нет пополнений фейковых аккаунтов букмекера. По словам Sensibility, в общей сложности Тайги разными способами перевели около 3,5 миллионов рублей. Напоминаю, по версии Тайги, все эти деньги он просто занимал, а потом выплачивал обратно из зарплаты. Точно, версия Тайги. Многие из вас наверняка уже и забыли о ней. Ведь предоставленные пруфы показывают, что он был соучастником, а не жертвой. Никаким шантажом или принуждением в общении с Sensibility и не пахло. Более того, Тайга подтвердил мне, что сливал ФБ, только опять же, якобы не по собственной воле. И знаешь, шантаж в этой истории все же был, только по моим оценочным суждениям появился он позже. Дело в том, что 3-2-2 мафия, естественно, и не думала останавливаться на достигнутом. Тем более, через пару дней стартовал второй групповой этап Dream League. И там были уже прям все сливки, весь мировой топ. Соответственно, все букмекеры открывали ставки с большими лимитами. Отличная возможность для игры по-крупному. Однако, в первом же матче против Rebellion привычный план не срабатывает. Охота за ФБ ни к чему не приводит. Парням приходится разойтись по линиям с пустыми руками. И тут... О, он сольет Ну, сейчас, молодец. сука, смотри, он слил. Или не слил. Его глимсанут сейчас, да? Да, Ферик. Живи! Ты-паут, братик! Видел, как наш герой играет, когда не надо сливать ФБ? Тут и фейрик жмется, и тычками просто так никто не разменивается. Однако это не помогло. Тиммейт Тайги подставился через минуту. Все, Сань, пиздец грустно. Ну все, минус бабки. Минус бабки означает, что Тайге придется опять отрабатывать. Он же при этом не просто больше не хотел отдавать ФБ, он в принципе не желал работать на матчах. Дело в том, что данный этап Dream League был очень важен для прохода на летний инт от шейхов. Там разыгрывались миллионы баксов, и соответственно попасть туда выгоднее, чем 3-2-2. Плюс соперники на Dream League все остались очень сильные. Чтобы победить, надо было пикать конкретно против них, а не чтобы побыстрее сделать ФБ. Короче говоря, после неудачи с Rebellion, Тайга потихоньку решает
свинтить из мира 3-2-2. Естественно, было очень наивно предполагать, что его так просто отпустят. В дело вступает тот самый шантаж. Перед одним из матчей, на котором Тайга отказывался работать, Sensibility заявляет, что сольет их прошлые переписки и видеозаписи, если игрок OG прямо сейчас не подрубит стрим своего экрана и не организует охоту на ФБ. Более того, из-за попытки завязать с 3-2-2 миром, Тайга сталкивается и с другими неприятными последствиями. Например, вот он просит Sensibility перестать создавать фейки с именем Тайга и писать с них всем подряд, продавая информацию о якобы готовящемся сливе. Короче говоря, разными грязными методами игрока OG вернули к былым делишкам. 16 апреля они забрали ФБ против Тундры, 17 против Бесткос. 18 вот такое нехитрое ФБ делают на игроках ТСМ. В общем, денежки зарабатывались. Только сами OG при этом практически все матчи Дримлиги проигрывали. Шансов попасть на инт от шейхов не осталось. Тайга, конечно, расстроился. Еще и этот Sensibility перед каждым вторым матчем продолжал шантаж. К тому же, в одной из последних встреч данного турнира Страта с охотой на ФБ вновь дает осечку. Гладиаторы в стиле Spirit поджидали OG впятером. По итогу ФБ вообще отдал сам Тайга. Вон, после он сразу ругается в телеге. На ФБ сходили. 20 апреля OG предстояла завершающая игра Дримлиги против Liquid. Она уже абсолютно ничего не решала, а Тайга с тиммейтами 100% не проходил в плей-офф. Этим захотела воспользоваться 3-2-2 мафия. Sensibility давит на игрока, чтобы тот специально фидел и привел команду к лузу на обеих картах. Но Тайга отказывается. В этих переписках уже явно видно, что общение перестало быть партнерско-дружеским. После попытки ухода из 3-2-2 движухи Тайга скорее стал заложником ситуации. Причем никакого адекватного выхода для него не предвиделось. Ставки не то что не закончились, они наоборот возросли. Ведь в конце апреля OG с подконтрольным мафией игроком прилетели на очередной чемпионат мира, берлинский мейджор. Сразу оговорюсь, с пруфами в этой части истории все не очень. Записей из лобби больше не было, так как очевидно стримить экран с лана слишком палевно. Большинство переписок в чате тоже не сохранились. Sensibility объяснил это тем, что к тому времени уже и так накопил тонну компромата на Тайгу. Дальше записывать их общение смысла не было. Как бы там ни было, достоверно понять, насколько тесно Тайга сотрудничал с 3-2-2 мафией на мажоре, не представляется возможным. По его собственным словам, он лишь кое-что рассказывал о тактиках OG. Например, когда они будут агрессивно искать ФБ, чтобы обеспечить себе стартовое преимущество. И действительно, в переписках есть кусочек, где Тайга сообщает, что будет сосредоточен на играх, но какую-то инфу по пикам ФБ так уж и быть предоставит. Ты спросишь, а как он это проворачивал на лане? Да очень просто. Банально шел в туалет и оттуда писал в телегу Sensibility. Последний, кстати, заверяет, что Тайга был полностью в теме и получал со всех ставок процент. Какие этому доказательства? Что ж, вот переводы на Binance Тайги в даты мейджора. 300 тысяч рублей. Плюс с конца апреля Sensibility начал отправлять ему деньги через PayID. Вот еще 400 тысяч рублей. Итого за время мажора Тайга получил 700 косарей. Косвенно, конечно, но все же. Чтобы понять ситуацию поточнее, давай взглянем на сами матчи мажора. Здесь, конечно, делались ставки и не на ФБ, но их было меньшинство. В основном же работа велась по старой схеме. Вот, например, зашедшие ФБ в игре против Тундры, причем на обеих картах. Были, конечно же, и осечки. Например, в матче против IG первым отдался Main Control, выступавший в OG на замене. Что же касается самого Тайги, то он, похоже, реально сосредоточился на игре и собрался. OG выступали крайне достойно. Топ-2 группы и победа над Liquid в четвертьфинале. И вот здесь очень ярко выделяется один момент. На первой карте полуфинала мейджора OG решили показать агрессивную домашнюю заготовку. По словам Sensibility, Тайга об этом знал задолго до матча и, соответственно, понимал, каким будет пик. Посему он заранее слил инфу про заготовку и посоветовал ставить на тоталы убийств OG. Другими словами, он предлагал ставить на то, что OG сделают много фрагов. И это логично. Течис, Тимбер, ВРК, Дум, киллы гарантированы. Наша мафия прислушалась и пошла практически all-in на разные тоталы. Вот ставок на 250 тысяч на тотал больше 19,5. А вот еще на 150 тысяч на другие тоталы. Естественно, все они зашли. Коллектив Тайги сделал 22 убийства. Только вот выиграть на турнире это не помогло. OG сначала уступают гладиаторам в винерах, а потом ЕГЭ в лузерах. Тайга покидает турнир в топ-6, за который положены лишь 25 тысяч долларов на команду. До него после всех вычетов из этой суммы, дай бог, 1003 дойдет. Короче, на киберспортивном фронте полный провал. Еще и в комьюнити начинают активно шириться слухи, что Тайга замешан в ставках. Например, я впервые поднимаю эту тему вот в этом ролике, вышедшем в конце берлинского мейджора. В итоге, к следующему сезону DPC, который стартует неделей после, Тайгу уже не допускают. Сам игрок объяснил это ментальными проблемами, мол, я отдыхаю и прохожу лечение.
исключение. Однако, благодаря моему недавнему интервью с Себом, мы с вами знаем правду. В тот момент Тайгу принудительно отправили в запас и начали расследование в его отношении. К сожалению, нанятым Шерлокам не удалось выяснить ничего из того, что я сегодня рассказывал. Оно и понятно, после первых же подозрений Тайга все переписки удалил. Но оставил он с фейков, выданных Sensibility, до которых было не добраться. Соответственно, через пару недель Тайгу вернули в основу. К тому времени его так достал шантаж Sensibility, что он его повсюду заблокировал. По версии Тайги, на этом его взаимодействие с 322 миром завершилось. Sensibility же заверил меня, что он просто начал сотрудничество с другими ставочниками. Впрочем, если Тайга и мутил еще что-то, то продлилось это недолго. 322 шел ли Тайга после Wildcard Gaming или Bleed, этого я не знаю, но это уже и не так интересно. Как не особо интересно и продолжение шантажа со стороны Sensibility. Тайга мне описывал во всех красках, как с него тащили деньги, угрожали и преследовали по соцсетям. Он, мол, уже давно завязал и отдал долги, а с него вымогали еще и еще. В общем, он в шоке, что нарвался на такого негодяя. Кстати, Sensibility не отрицает, что преследовал Тайгу. Только в его версии событий тот остался должен в районе 1 000 000 рублей за былые совместные делишки. Игрок пообещал отдавать их ежемесячно небольшими частями и больше не лезть в ставки. Вот Sensibility, собственно, и пытался выбить эти деньги всеми доступными способами. Однако, по его словам, Тайга через время перешел черту. Он нарушил главное обещание и начал сотрудничать с другими ставочниками. Из-за этого и было принято решение разоблачить игрока публично. Sensibility вышел на меня, и в итоге получился ролик, который ты посмотрел прямо сейчас. Факт дня. OG не видели ничего из показанного сегодня и до последнего были убеждены, что Тайга не причастен ни к ставкам на доту, ни к сливам ФБ.